В феврале 1944 года Хельсинки, столица Финляндии, могла исчезнуть. Советская авиация сбрасывала на город тысячи бомб, и город готовился к худшему. Но столица устояла, и чтобы понять почему, нужно вспомнить одну непростую страницу истории. Дорогие друзья, сейчас я нахожусь на Сенатской площади. Хельсинки – это главная площадь города, и за моей спиной вы видите главный собор города. Сегодня, как видите, здесь тихо, но в 1940-х годах этот город оказался втянут в большую войну, и Германия сыграла в этой истории заметную роль. Итак, друзья, мы начинаем нашу прогулку по немецкому Хельсинки. За моей спиной президентский дворец Финляндии, где принимались ключевые государственные решения. В 1941 году Финляндия вступила в войну против Советского Союза. Главнокомандующим финской армии был маршал Карл Густав Маннергейм. Очень важная историческая фигура. Но у руля Германии был небезызвестный Адольф Гитлер, который в тот момент вел масштабную войну на территории Восточного фронта. В тот период, в 1941 году, Германия и Финляндия заключили военное соглашение и стали частью единого союза. Причем так интересно, что Финляндия в тот момент не стала нацистским государством и сохранила свою демократическую структуру власти. Однако военное сотрудничество было реальным и очень значительным. И решения о таком сотрудничестве принимались именно здесь, в Хельсинки, в самом центре города. Однако политика – это только одна сторона истории. Другая находится неподалеку, в порту. Итак, сейчас я нахожусь на острове Катаянока. Здесь расположены красивейшие дома в стиле югент и очень такая приятная морская атмосфера. В военные годы сюда, на Катаяноку, прибывали немецкие корабли, разгружались грузы и проходили всевозможные военные транспорты. Этот сегодня спокойный порт был когда-то частью Северного фронта. И таким образом Балтийское море стало линией снабжения. Чтобы понять масштаб обороны, нужно выйти дальше в море. И мы отправляемся в морскую крепость Suomenlinna. Я сел на кораблик и добрался до морской крепости Suomenlinna. Эта крепость была построена шведами еще в шведскую эпоху, в 18 столетии, как раз в оборонительных целях от Российской империи, которая потом завладела этой крепостью и всей страной Финляндии. Но когда Финляндия приняла независимость, Suomenlinna стала частью Финляндии. И сейчас она входит во всемирное наследие ЮНЕСКО. Итак, я здесь, Suomenlinna. И вот мы здесь видим пушки, здания, построенные в российские времена. Эти пушки, которые здесь стоят, они направлены в сторону моря. И вот во время Второй мировой войны эта крепость Suomenlinna оставалась частью оборонительной системы столицы Хельсинки. Балтика была пространством напряжения и стратегического контроля. Отсюда из Suomenlinna открывается красивый вид и широкий горизонт. И отсюда, глядя на горизонт, можно понять, насколько Хельсинки был уязвимым городом. Но во время войны беда приходит не только с моря, но и с воздуха. И сейчас мы с вами отправимся в один старый аэропорт. Я нахожусь рядом с аэропортом Малми. Когда-то главный аэропорт Хельсинки, сегодня уже не действующий. Этот аэропорт был открыт в 1930-х годах и во время Второй мировой войны играл важную роль. Финляндия использовала немецкую авиационную технику, в том числе истребители и другую технику против Советского Союза. Военное сотрудничество означало не только поставки вооружений, но и координацию действий на фронте. Небо на Финляндии стало частью огромного Восточного фронта, и угроза воздушных атак была постоянной. Этот аэропорт сохранил атмосферу 1930-х годов, и если зайти туда внутрь, то можно как раз увидеть эту обстановку, этот антураж, эту архитектуру тех самых вот довоенных и военных лет. Сегодня здесь тихо, но когда-то отсюда поднимались самолеты, и именно поэтому в городе усиливали противовоздушную оборону. Одной из таких важных точек стал остров Лаутасари, куда мы сейчас и направимся.
Я нахожусь на острове Лаутесари в западной части Хельсинки. И здесь, на его территории, сохранилось несколько военных укреплений. В 1944 году Хельсинки подвергся масштабным бомбардировкам. Советская авиация наносила удары по столице, и город готовился к серьезным разрушениям. Однако финская система противовоздушной обороны оказалась довольно-таки эффективной, и зенитные батареи, прожекторы и грамотная координация действий позволили значительно уменьшить последствия атак. Когда находишься в таких местах, становится понятен масштаб бедствия. Я нахожусь в таком месте, где открывается чудесный вид на морской горизонт. Во время войны этот горизонт означал не только красоту, но и опасность. Хельсинки жил в состоянии постоянного напряжения, но город продолжал работать и сохранять свою устойчивость. Однако немецкое присутствие в Хельсинки не ограничивалось только военной сферой. Связи между странами существовали задолго до войны, и напоминанием об этом служит одно здание в центре города. Ну а сейчас я нахожусь рядом с немецкой церковью, которая была построена в середине 19 века. Немецкая община появилась в Хельсинки еще в 19 веке. Здесь жили немецкие купцы, преподаватели, военные и всевозможные специалисты. Между Финляндией и Германией экономические и культурные связи еще были задолго до событий, о которых мы сегодня говорим, до этого военного союза. Но история 1944 года изменила все. Финляндия заключила мирное соглашение с СССР, Советским Союзом, и военное сотрудничество с Германией было прекращено. Более того, вскоре началась Лапландская война, и Финляндия воевала уже против немецких войск, находившихся на ее территории. Это был весьма драматичный поворот. Вчерашние союзники стали противниками, и именно здесь, у немецкой кирхи, у немецкой церкви, особенно ясно ощущается сложность всей этой истории. Политическая реальность изменилась, и реальное понимание этой эпохи приходит уже в другом месте, куда мы сейчас и отправимся. Я сейчас нахожусь на главном кладбище Хельсинки, кладбище Хиеталахти. На данном участке похоронены немецкие солдаты, которые служили на территории Финляндии во время Второй мировой войны. А рядом финские солдаты. И всего в нескольких шагах находится могила маршала Маннергейма. И вот такое соседство кажется почти невероятным. Враги и союзники, национальные герои и командующие армией. Все в одном месте. Глядя на эти ряды, невозможно не задуматься, как переплелись судьбы разных людей и как история оставила след в этом городе. Итак, наша прогулка по немецкому Хельсинки подошла к концу. Но если вы присмотритесь внимательнее, вы увидите, что история спрятана буквально в каждом углу города, в его зданиях, улицах и старых кладбищах. И кто знает, какие еще истории ждут своего открытия в этом удивительном городе. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие еще места или какие еще события в истории Хельсинки вы хотели бы, чтобы я осветил в своих видео. И я благодарен вам за то, что вы посмотрели этот видеоролик. Ну и также по возможности можете нажать на кнопочку «Стать спонсором» или «Спасибо». И это будет очень хороший вклад, так скажем, в этот канал. Я вам говорю до новой встречи и до новых видеороликов. Пока. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.